Здравствуйте, меня зовут Юлия Доценко, и сегодня в рамках проекта The Chef мы поговорим с вами о зеркальной глазури. Мы приготовим самый уже базовый и классический рецепт на сгущенном молоке, ту самую глазурь, которая прекрасно ложится и замечательно блестит. Конечно, эта глазурь получается очень сладкой, но зато очень красивой. Ингредиенты, которые нам понадобятся, это сахар, вода, сироп глюкозы, сгущенное молоко и шоколад. Шоколад вы можете использовать как белый, так молочный и темный. Пропорция от этого не изменится. Единственное, что мы понимаем, что если глазурь будет сделана на темном или молочном шоколаде, то у нас ограничен спектр цветов, в которые мы можем ее покрасить, а глазурь, которую мы приготовили на белом шоколаде, мы можем покрасить абсолютно в любой цвет. Поэтому, если вы хотите сделать цветную глазурь ярких оттенков, выбирайте белый шоколад. Итак, первое, что мы сделаем, мы помещаем воду, сахар и сироп глюкозы в сотейник. Желатин я уже предварительно замочила, и он ждет в своей очереди в холодильнике. Я использую гранулированный желатин или порошковый и замачиваю его в пропорции на 1 грамм желатина 6 грамм воды. Вы можете также использовать и желатин листовой. В таком случае вам просто нужно будет замочить необходимый вес желатина в большом количестве холодной воды, которая ее покроет. Но учтите, что для нас важна не форма выпуска желатина, а сила желатина, поэтому всегда уточняйте силу желатина. Сила желатина измеряется в блюмах, это обычно указано на профессиональных упаковках, но на упаковках из супермаркета это обычно не пишется. По личному опыту скажу, что, например, желатин доктора Откер, он достаточно сильный, его сила 200 блюм. И именно на эту силу рассчитан вес желатина, указанного в рецептах. Желатин Эдвальд, который выпускается в больших профессиональных упаковках, у нас зачастую бывает более слабый. Это, скорее всего, серебряный желатин, если вы приобретали его в России. И в таком случае вам понадобится умножить количество вашего желатина примерно на 1,3. Но на всякий случай проверяйте. Я начинаю с того, что я нагреваю сироп и довожу его до 103 градусов. Итак, сироп готов, и теперь я помещаю сгущенное молоко, смешиваю его с сиропом. Желатин я помещаю сразу же на шоколад. И выливаю весь сироп на шоколад. Даю буквально 10-15 секунд, чтобы шоколад подтаял и желатин растворился. И теперь начинаю пробивать это блендером. На данном этапе глазурь еще очень горячая, и можно не беспокоиться о появлении пузырей. От них мы будем избавляться уже непосредственно перед покрытием торта. И цвет глазури получается весьма нейтральный и слегка желтоватый, поэтому нам обязательно потребуется краситель, чтобы придать цвет. Краситель мы используем водорастворимый, а уже форма выпуска — это гель или порошок, выбирать вам.
Итак, наша глазурь готова, но она еще не готова к использованию. Ей необходимо выстояться минимум 6 часов в холодильнике. А на самом деле лучше приготовить глазурь накануне, окрасить ее в желаемый цвет и оставить на сутки. За эти сутки что произойдет? Во-первых, стабилизируется желатин, ему необходимо как минимум 6 часов, чтобы проявить свои свойства. И, конечно же, раскроется краситель. Поэтому, если вы хотите добиться какого-то конкретного оттенка, красьте свою глазурь чуть-чуть слабее и проверяйте оттенок на следующий день, потому что добавить всегда можно чуть-чуть красителя. Мы взяли глазурь, которую мы приготовили накануне, разогрели ее в микроволновой печи. Рабочая температура глазури должна составлять 35-36 градусов. Обязательно пробивайте блендером. Глазурь просто перемешать будет недостаточно, потому что нам необходима равномерная температура по всей глазури. И теперь приступаем к глазированию. Ваш торт или пирожные должны быть очень хорошо заморожены в момент глазирования. Мы только что достали их из морозильной камеры. И теперь поливаем глазурью. Теперь нам нужно подождать, когда глазурь стечет, буквально 2-3 минутки, когда перестанут капать капли по краям пирожных, и их можно будет переносить уже на подставку. Для того, чтобы перенести пирожное и убрать капли по краям пирожного, нам необходимо взять маленькую спатулу, поместить ее под пирожное. Если вы глазируете на решетке, так же как и я, повозить немножко по решетке, чтобы снять все эти капли, после чего можно переносить пирожное уже на блюдо или подложку. Для этого мне понадобится маленький ножик. Я помещаю пирожное, ножик помещаю под пирожное, переношу вес пирожного на ножик, вытаскиваю спатулу, вытаскиваю ножик. То же самое я проделаю со вторым пирожным. Естественно, остатки глазури не нужно выкидывать, просто проверьте, чтобы кусочки мусса или бисквита у вас не попали в глазурь, из-за чего она может испортиться. Если же глазурь чистая, или же вы ее можете процедить, если она недостаточно чистая. Если она чистая, вы можете ее сразу собрать в контейнер, в котором вы будете ее хранить, и можете ее хранить спокойно в холодильнике несколько недель. Если ваша глазурь стекла с вашего торта, то это может случиться по нескольким причинам. Первое, ваша глазурь была слишком горячей. Второе, торт был недостаточно заморожен. Или же ваш желатин был недостаточно сильный. Проверяйте силу желатина. Обычно проблема в желатине, как либо в самом желатине, в его силе, или же в правильности замачивания желатина. Обращайте на это внимание. Очень важно также следить за тем, чтобы желатин полностью разошелся в нашей глазури, потому что иногда он не успевает растаять. Вы уже пробили глазурь, после чего температура ее уже снизилась, и желатин не успел растаять. Очень часто бывают пузыри на глазури. Избавляемся от пузырей мы с помощью блендера. Блендером мы пробиваем на невысокой скорости, на минимальной скорости. И стараемся слушать блендер таким образом, чтобы не вбивать лишних пузырей. Если же у вас не получается с помощью вашего блендера выбить все пузыри, тогда вы можете перед нанесением на пирожные глазурь процедить через сито. Хранить уже глазированные пирожные и торты лучше в холодильнике, потому что если вы их снова заморозите, то тогда блеск глазури потеряется. Но если для вас не критичен блеск, то вы можете спокойно заморозить снова торт, с ним ничего страшного не произойдет. Срок хранения торта уже глазированного, естественно, 2-3 суток. Ну что же, увидимся на онлайн-уроках на канале The Chef.